Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова увидеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу сделать небольшую распаковку моих прекрасных украшений с AliExpress. Честно скажу, что часть из них я поносила, а значит, что могу поделиться своим мнением о качестве. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь, если видео вам интересно, подписывайтесь на канал и поехали! Честно скажу, что до этого я присматривалась обычно либо к серебряным украшениям с AliExpress, где есть штамп. Здесь, конечно, сложно говорить о том, какое качество и насколько там действительно много серебра, но, тем не менее, носится вполне себе хорошо. Либо просто это какие-то железные истории, которые выглядят у нас как будто это посеребряные украшения. Потому что, в первую очередь, такие украшения, они не облазят. И, собственно, я накопила уже огромный такой сундучок колец серебряных, поэтому, если интересно, тоже, пожалуйста, пишите, я сделаю обязательно обзор, там очень много трендовых, красивых форм. Но сегодня мы будем говорить с вами о позолоченных украшениях. У нас их будет много, и один чокер у нас будет просто из камушков, но он очень модный, трендовый. Я его видела просто практически у всех инфлюенсеров, я видела во многих шоурумах. И здесь, конечно, вопросики, действительно ли он стоит 1500 рублей или нет. Давайте начнем, наверное, с цепочки. И эта цепочка тоже во многих шоурумах была представлена, но, честно скажу, не могу сказать, что я видела прям идентичную. Хотя, скорее всего, кто-то, наверное, и промышляет таким, что заказывает на AliExpress и продает. Соответственно, это у нас такое плетение, которое напоминает, будто бы это шипы, будто бы это колючая проволока, что делает такое, мне кажется, более какой-то хипстерским и интересно таким роковушным украшением. По качеству оно у меня значительно долгое время уже, то есть, наверное, 2-3 месяца. Не могу сказать, что я каждый день его ношу, но, тем не менее, носила я его часто, и качество отличное. Да, тут есть небольшие потертости, именно где звенья соприкасаются друг с другом, но это сильно очень прям незаметно и не будет бросаться в глаза. В целом цвет остался таким, которым был. Если вы посмотрите на комментарии к этому украшению, многие спрашивают, насколько оно желтое, насколько оно выглядит дешево, насколько оно легкое, и здесь я не могу согласиться, потому что, честно, готовили меня к худшему, потому что я думала, что будет совсем, наверное, дешевая какая-то история, но она вполне себе симпатичная, то есть украшение не выглядит каким-то дико желтым, то есть это все равно такой, знаете, какой-то приглушенный цвет золота, скажем так. Вот, и по массивности оно даже не супер легкое. То есть мне качество очень понравилось, смотрится сильно, классно, я прям всем советую. Оно у нас достаточно удлиненное, и здесь зависит от того вообще, как вы любите носить. Но я ношу как раз ее длинный, потому что, мне кажется, так выглядит симпатично. Вот, можно оставить вот так непосредственно, можно завязать как чокер. Сейчас я вам покажу, как минимально, да, если мы заберем, то вот так вот приблизительно это минимальная его длина. Ну, не совсем как чокер, конечно, да, но там, по-моему, были позиции более, которые покороче, чем эта цепочка. Ну, она мне вот очень нравится, очень красивая. И, кстати, в предыдущем видео я делала видео про винтажные украшения, и там я показывала, что я ношу эту бунтарскую цепочку вместе с подвеской винтажной Givenchy. Поэтому, если вам интересно, то приходите, очень красивая, там логотип бренда, очень прям здорово. Мне очень нравится, как она смотрится, мне кажется, прекрасно вписывается в какие-то, да, водолазки, в наши любимые тельняшки, очень органично смотрится. И изначально я думала, что это какая-то такая сейчас трендовая история, которая только зародилась, но недавно, если найду, обязательно ставлю картиночку, я нашла похожее украшение винтажное от Givenchy. Там было такое же плетение, стоило оно, конечно, примерно $80, но что меня смутило, было написано, что оно очень тяжелое и оно очень длинное. Но, тем не менее, это вот какое-то не новое плетение, потому что я думала, что оно что-то бунтарское, что-то современное. Нет. Поэтому, если вдруг вам понравится это украшение, я думаю, что можно найти аналог подороже, который будет получше носиться. Но за это прям ручаюсь. Очень классная, стоимость его была $5,5. Я сейчас перевожу все в доллары, потому что курс очень нестабильный и сложно все-таки зафиксироваться нам с вами в нашей валюте. Поэтому ориентируйтесь на $5. Мне кажется, за $5 просто прекрасно поносите и выбросите. Постепенно будем с вами собирать образ AliExpress, и чтобы вы тут не думали, что я села для того, чтобы все нахваливать, как я обычно это делаю. Нет, друзья, начнем со следующей позиции, которая меня очень сильно разочаровала. Это вот такое кольцо-круассанчик, кольцо-бублик, и я его, честно скажу, что увидела в магазине Viva La Vica, и оно там стоило порядка 19-20 тысяч рублей. И я такая, Даша La Vica пойдет, найдет что-нибудь подешевле. Ну и я зашла на AliExpress, конечно же, увидела это кольцо, были очень хорошие отзывы, но тогда, собственно,
я и подумала, что Даш, ну у тебя все кольца серебряные, ну, наверное, оно облезнет. И я была, друзья, права. Я его поносила буквально 1 или 2 раза, и у меня оно все вот с этой стороны внутренней, если посмотреть, оно все почернело, и ладно бы оно почернело, это не страшно, но кольцо оставляет просто безумные какие-то зеленые следы на пальцах, это все очень некрасиво, мне это не нравится, поэтому за это я кольцу ставлю минус. Стоило оно $3, смотрится очень красиво, то есть мне этот дизайн очень нравится, и, как я уже сказала, я увидела его в известном шоуруме Viva La Vica, но оно, тоже, как оказалось, очень популярно везде. Есть прекрасный бренд Mayo, если я не ошибаюсь, наверное, вы видели, это такие кружочки, это греческий бренд, это кружочек, и там сердечко навешено разных цветов, это, по-моему, стекло, которое там, они как-то сами выдувают, в общем, такая вот эксклюзивная история, у меня тоже есть такие сережки, покажу вам в следующем видео, и у них есть такие кольца, и такие кольца, конечно же, есть на eBay в винтаже, потому что сейчас я просто все проверяю, но, знаете, как-то винтажные кольца мне пока еще как-то страшновато заказывать, ну, вот такой аналог с AliExpress. Если нравится, можете взять, потому что с внешней стороны оно выглядит отлично, то есть оно, ну, поцарапалось немножко, что логично, что оно бьется о стол, но, в принципе, все очень красиво, мне кажется, здорово. Единственный момент, что вот здесь оно не литое, и это делает его сильно дешевле, на мой взгляд, потому что все остальные кольца, они были вот литые, и это выглядит дороже, но дизайн сам очень красивый, и я вообще настолько отвыкла от каких-то золотых колец, именно не ювелирных, потому что ювелирные они маленькие обычно, а вот именно от какой-то бижутерии золотой, мне кажется, она прям очень красиво смотрится, и она какого-то загорелого оттенка, что ли, придает коже. В общем, мне кольцо очень нравится, но, честно скажу, я его больше не носила, потому что пальцы зеленые, это невозможно просто... Не знаю, возможно, сделать какое-то покрытие внутри. Знаете, я там, когда была в школьническом возрасте, я просто обрабатывала все лаком бесцветным, но тут я решила, что мне уже не 10 лет, чтобы этим заниматься, но, тем не менее, возможно, если вы прям очень нравится кольцо, можно сохранить покрытие, но вот такое, к сожалению, разочарование с ним произошло. Дальше мы с вами рассматриваем сережки, которые мы также с вами наденем. Это тоже, мне кажется, всем известные серьги, которые у какого бренда только не были. Недавно я видела, что у Mango были похожие, стоили 2000 рублей. Вот эти серьги просто классные. Наверное, конечно, это связано с тем, что меньше соприкасается с кожей, меньше соприкасается с потом и с другими выделениями, не самыми порой приятными, потому что кольца, они все-таки очень, да, ну и руки мы моем, хотя я стараюсь снимать, но вот серьги, они просто в идеальном состоянии, как были, так и есть. То есть они не тяжелые, но при этом они не смотрятся какой-то пластмасской. То есть я думаю, что будет, наверное, совсем прям плохая, плачевная история, потому что стоили они всего $2. Стоили $2, думала, что будет, наверное, очень прям дешево, но нет, очень здорово. Да, тут такие, знаете, достаточно необработанные края, но этого совершенно не видно. То есть это такие тройные серьги, выглядят достаточно массивно, интересно, и мне прям нравится, когда у меня в целом золотые украшения, по-моему, очень симпатично. Давайте с вами примерим. Одевается все легко, они достаточно легкие и практически не ощущаются у нас на ушке. То есть в них комфортно на протяжении всего дня находиться. Вот, друзья, надела сережки. Как они выглядят, напишите в комментариях. Мне кажется, что очень здорово. А главное, что я уверена, что те же самые Mango делают их на том же самом китайском заводе. Вот, поэтому, если вам интересно, то ссылочку тоже обязательно приложу. Посмотрите, у этого продавца очень много классной какой-то бижутерии, которая по качеству, мне кажется, от масс-маркета явно недалеко ушла, потому что я знаю, что сейчас, когда, тем более, магазины труднодоступные стали, все советуют Lime, Be Free, что там, Love Republic, и магазин-то классный, но бижутерия, ну, прям очень плачевная. Поэтому, знаете, вот чтобы тратить эти 2-3 тысячи рублей, сходите на AliExpress, и там вы найдете аналог гораздо лучше и, главное, дешевле. И следующее украшение, к которому мы перейдем, оно, к сожалению, плохо впишется в наш лук, поэтому нам нужно будет снять цепочку, но, тем не менее, оно, мне кажется, одно из самых достойных, которые я сегодня вам показала. И это такой у нас чокер, он выполнен полностью из камушков. Первое, что я хочу сказать, что здесь просто невероятное качество. Конечно же, я тоже прочитала комментарии, это очень важно. И вообще, если вы заказываете что-то с AliExpress, и вы хотите, чтобы вам повезло, обязательно читайте комментарии. Это вот прям главное правило, чтобы были реальные фотки, чтобы вы посмотрели, как все это выглядит, посмотрите на качество сплава. И сейчас, я не знаю, насколько давно, но там есть вопросы. Можно, в принципе, задать вопрос, но обычно вопросы одни и те же, да. Насколько дешево выглядит, как быстро это все облезает, вот, поэтому я тоже все это почитала, промониторила, и все пишут, что украшение выглядит просто очень дорого, очень красиво, и действительно крепления все очень аккуратные. Камень очень плотно сидит у нас непосредственно
непосредственно в заглушке, не знаю, как правильно ее назвать, и камни полностью в здравии доехали, полностью до сохранности, поэтому здесь тоже можете за камушки не переживать, и у ребят, кто заказывал, тоже все в порядке. Они очень классно блестят, я не знаю, выглядит очень здорово, учитывая, что стоимость была $3, мне кажется, что за $3 это просто очень красиво, потому что, как я уже сказала, в шоурумах и у многих блогеров я видела это украшение, и даже не только в России, и в других странах мне была таргет реклама с этим украшением, и там стоимость абсолютно другая, но выглядит просто идентично. Поэтому, пожалуйста, переходите по ссылочке, заказывайте, я думаю, оно вас не расстроит. Здесь у нас тоже как бы посеребряное, но, знаете, вот я не знаю, к сожалению, какой-то сплав металла, но он на Алиэкспресс очень хороший, то есть он прям вот на века. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Оно достаточно обширное, то есть можно как чокер использовать, можно уже покороче сделать. Сейчас мы избавимся от нашей первой цепочки и примерим. Кстати, что интересно еще об этой цепочке, я очень удивилась, когда увидела, здесь у нас стоит штамп К18. Я не знаю, друзья, напишите в комментариях, если вы знаете, что это, потому что, ну, за такие деньги и с Алиэкспресс навряд ли это может быть что-то классное, но я тоже промониторю, если найду, то напишу вам в описании к видео, но что вот такое К18 в этом исполнении, очень интересно. Давайте уже примерим наше вот это украшение. Я обычно люблю носить его как чокер, но так как у меня все-таки тельняшка, которая закрывает большую часть груди, давайте, наверное, более свободно его наденем, чтобы вы могли посмотреть. Так, кажется, зацепилась. Я еще не подготовилась, я без зеркала, поэтому посмотрю вот сюда. Друзья, давайте, наверное, я даже вот так сделаю, чтобы вы видели, как это должно смотреться. Очень-очень красиво, переливается очень здорово, особенно при искусственном освещении. И мне кажется, что это выглядит явно дороже, чем 200-300 рублей, которые я отдала. Смотрится очень здорово. Многие девушки носят это под какие-то вечерние платья, вечерние костюмы, наряды. Мне нравится просто это носить в какой-то повседневке. Во-первых, вы знаете, что я люблю сиять. Во-вторых, просто мне кажется, что это тоже очень органично и красиво смотрится. Я обычно тоже ношу ее вторым ярусом, точнее даже первым, да, то есть здесь у меня, например, это чокер, и дальше у меня свисает подвеска там от Tiffany или что-то такое в виде подвески, потому что мне кажется, что тоже это очень красиво, очень симпатично. Я это все дело заделала недалеко, то есть у меня это приблизительно на среднем звене, поэтому можно это и опустить, и можно поднять. Тут уже как вам комфортно, как вам нравится. Единственная проблема, что когда мы как чокер используем, камушки немного, да, вот так вот переворачиваются, но, знаете, за 200-300 рублей, мне кажется, прям очень-очень красиво, очень здорово. Ну что, друзья, вот и все, наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться, увидимся совсем скоро, потому что новый обзор украшений уже не за горами. С вами была я, Даша, спасибо, подписывайтесь на канал и до новых встреч.